Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас интересный сюжет о том, почему же стрелкуется лук. Именно лук репчатый. В одном из комментариев одна из зрительниц попросила меня ответить на этот вопрос. Вот у меня, например, сегодня на огороде, посмотрите, есть этот стрелкующийся лук. Но это лук специально высаженный для стрелкования. Это большие товарные луковицы, которые я посадила весной, для того, чтобы получить семена. Вот как выглядят эти соцветия, цветоносы, в которых уже завязываются семена, и скоро будет чернушка, которую я буду высаживать, высевать в следующем году. Так почему же стрелкуется лук? И что надо сделать, чтобы он не стрелковался? Как избежать стрелкования лука? Некоторые известные ютуберы, которые видели, как лук уходит в стрелку, наверное, только на экране монитора, но называют себя профессионалами, утверждают, что к стрелкованию лука приводит неправильное хранение в 99% случаев. Позвольте с этим не согласиться. Условия хранения тут играют не самую главную роль. Обычно стрелки, к удивлению огородников, образуются при выращивании репчатого лука из лука-севка. Почему так происходит? Лук-севок – это маленькие луковицы, которые получают путем посева чернушки, семян лука. То есть, чтобы получить хорошую товарную луковицу, огороднику нужно потратить 2 года. Сначала первый год посеять семена лука, чернушку, собрать урожай, лук-севок, а затем уже на 2-й год посеять этот лук-севок и получить в конце сезона примерно через 90-130 дней репчатый лук в виде больших товарных луковиц. По факту репчатый лук – это 2-летнее растение. Сначала его надо посеять семенами, потом через посадку луковиц малышей получить уже товарный лук, который мы и употребляем в пищу. С тем, что лук – это 2-летняя культура, мы разобрались. Но тем, кто любит экспресс-методы выращивания, могу предложить вырастить лук за 1 сезон. Как делают, например, китайцы, корейцы. Они сеют семена лука, чернушку, а затем кормят азотными удобрениями вовсю, в больших количествах, часто обильно поливают и, не теряя целый год, получают такую же большую товарную луковицу, которую затем мы покупаем в супермаркетах. Хотите сэкономить время? Попробуйте. Но давайте вернемся к теме этого видео, к причинам стрелкования лука. Стрелки лука – это цветоносы, в которых по мере развития образуются цветки лука, а затем в процессе созревания семена, чернушка. Чтобы растение смогло создать семена, оно должно достичь репродуктивного возраста, то есть вырасти, набраться сил и уже затем сформировать репродуктивные органы. Как известно, дети рождаются у взрослых людей, как говорят, половозрелых, так и у лука. Если вы получили стрелки, значит посаженный лук-севок по факту оказался половозрелым. Обычно массовое стрелкование бывает, если огородники высаживают крупные луковицы лука-севка, то есть почти взрослые, половозрелые. Они-то и стрелкуются. Выбирая посадочный материал, обращайте внимание на размер луковицы. Она должна быть мелкой, малышкой, примерно полсантиметра, 1 сантиметр в диаметре, не более. Луковицы большего размера уже практически заложили репродуктивные органы, цветочные почки, и в процессе роста массово пойдут в стрелку. Это первая причина стрелкования лука – зрелость лука-севка для высадки. Вторая причина стрелкования лука – недостаточное количество азота в почве, где посажен лук-севок. Именно азот отвечает за наращивание листовой зеленой массы – пера, а затем и за рост луковиц. Если азота много, лук-севок будет расти и долгое время оставаться юнцом, не переходить в фазу взрослости. Хотите задержать или предупредить стрелкование? Подкормите лук-севок азотными удобрениями, лучше в аммонийной форме, аммиачной селитрой, карбамидом или куриным пометом, и вы предупредите стрелкование. Следующая причина стрелкования лука – недостаточный полив. Если лук не получает достаточное количество влаги, он генетически понимает, что условия для жизни тяжелые и надо беспокоиться о потомстве. Так начинается формирование цветочной почки.
а затем цветоноса и, наконец, цветов и семян лука. Кстати, так себя ведут многие растения. Понаблюдайте за сладким перцем, за чесноком, за корнеплодами, например, за морковью, свеклой. При недостаточном поливе эти овощи тоже начинают рано формировать цветоносы. И слабее при этом пытаются оставить после себя потомство, семена. Так что полив имеет первостепенное значение для продления срока вегетации растений и предупреждения стрелкования. Еще одна причина – неблагоприятные погодные условия. В этом году это особенно ярко проявилось. Весна была очень холодная, низкие температуры господствовали почти до середины мая, а затем пришло резкое потепление. Как себя вел лук-севок, посаженный осенью? Он тоже задерживался в развитии. Сидел тихо-тихо, начал расти только в конце апреля, хотя обычно уже в начале апреля формирует зеленое перо, а в начале мая мы уже имеем обильную зеленую массу у репчатого лука. Но в этом году все было иначе. Неблагоприятная холодная весна сократила сроки вегетации лука-севка. Его биологические часы были вынуждены перестраиваться. Расти некогда, значит, надо выбрасывать стрелку, цветоносы, чтобы хотя бы дети смогли выжить. Так и получилось. У меня в посадках репчатого лука, посаженного осенью, стрелок практически нет. А вот лук-шалот, тоже посаженный осенью, стрелку кое-где показал, хотя это величайшая редкость. Обычно многозачатковые сорта лука, такие как лук-шалот, размножаются делением луковицы, а не семенами. Но не в этот раз, не в этом году. Стрелкование произошло у крупных, то есть у взрослых луковиц шалота, которые я высадила на грядку. Они-то и поделились, и цветоносы выбросили. Очень предприимчивые в плане заботы о потомстве. Не правда ли? Такие вот дела. И, наконец, вспомним об условиях хранения, на которые ссылаются многие ютуберы, говоря о том, что это якобы главная причина стрелкования лука. Здесь я сразу скажу, это не так. Есть причины этого явления и поважнее. Ну да ладно. О чем же речь? Речь идет о температурном режиме, при котором хранится луковица, которая затем будет высажена в почву. Обычно мы храним лук в прохладном сухом месте, в подвале, в прохладном сухом темном помещении. Температура в таких местах обычно держится в пределах плюс 3, плюс 5 градусов, может быть немного ниже или выше. Вернемся все к тем же ютуберам. Они утверждают, что лук стрелкуется, если температура хранения была выше плюс 3 градусов, то есть имеют место неправильные условия хранения. Так что же происходит, если температура выше? Все просто. Температурный режим в таких помещениях таков, что лук-севок просто начинает вегетацию. Он начинает просыпаться и пускается в рост. А для роста есть все необходимые питательные вещества. Они находятся в самой луковице. Это кладовая питательных веществ. По факту, если вы храните лук-севок в теплом помещении, вы даете ему шанс начать рост без посадки в почву. То есть ускоряете развитие минимум на пару недель, а то и на месяц. Но вот что плохо, нет влаги, нет света, нет почвы. То есть условия все равно неблагоприятные. Так луковица и понимает, что в таких трудных условиях нужно позаботиться о потомстве и закладывает цветочную почку, которая уже при высадке и далее в процессе роста превратится в цветок, а затем даст семена. А вот пониженная температура хранения лука-севка просто-напросто не дает ему возможности проснуться, включить механизмы роста. Вот и все объяснение. То же самое происходит и при подзимней посадке лука-севка. Попросту говоря, сажая лук на зиму, мы переселяем его на зимние холодные квартиры. Вегетационные процессы на холоде замирают, останавливаются. Но как только почва начинает прогреваться, лук сразу же пускается в рост. С одной только разницей. В почве, в отличие от теплой кладовки, есть и влага, и питание. А значит, можно не беспокоиться о том, что не успеешь вырасти и созреть. Цветение можно отложить и спокойно себе наращивать жирок.
то есть зеленую массу, и затем луковицу. Теперь подытожим. Что надо сделать, чтобы лук не пошел в стрелку? Как избежать стрелкования лука? Первое. Выбрать правильный посадочный материал. Лук-севок должен быть маленьким, не более 1 см в диаметре. Второе. По возможности высаживать лук осенью, чтобы природные условия помогли задержать развитие цветочных почек. Третье. Если лук-севок все-таки запланирован к посадке весной, хранить его в очень холодном помещении, практически до самого дня посадки. Четвертое. Для посадки лука-севка использовать почву, предварительно удобренную азотными органическими или неорганическими удобрениями. Пятое. Хорошо поливать посадки лука-севка в первой половине вегетации, чтобы лук наращивал листовую массу и не испытывал стресс. И, наконец, шестое. В начале вегетации лука-севка обеспечить полноценное азотное питание, используя азотные подкормки как по листу, так и корневые, для задержки закладки цветочных почек. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если оно вам понравилось. До скорой встречи!